Давай представим, что мы сейчас в какой-нибудь параллельной вселенной с тобой, да? С каких-то пор типа Палестина, да? Где там границы этой Палестины? Что имеется в виду? Как давно здесь? Кто эти люди вообще? Разговор-то о том, чтобы уничтожить Израиль. И тут как-то раз он ей сказал, что типа, ну, ты же понимаешь, что вас тут по-любому не будет. Которые Израиля. израильские арабы, даже Да. граждане, да? Которые, Да. Это то же самое. В старом городе в Иерусалиме захожу, там продается газета Хамаса. Я всегда думал, кого спросить. Когда говорят о двух государствах, это как бы, ну, на самом деле фигура речи. Как говорится, плавали, знаем. В целом, я думаю, никто из них не хочет нас. Они же трезво понимают, Так нет, что... ты не хочешь, потому что многие не хотят жить трезво, так слишком тяжело. И поэтому начинаются грезы какие-то, да. Кто-то изначально упоротый. Плюм, плюм. Михаил Туваль, историк, доктор Еврейского университета в Иерусалиме, специалист по эпохе Второго храма и поздней античности. Изучал ислам и арабский язык в Бар-Иланском университете, продолжил научную работу в университетах Фрибура и Мюнхена. Автор монографии «From Jerusalem Priest to Roman Jew», исследователь древнего иудаизма, раннего христианства и ислама, кумранских рукописей и еврейской диаспоры. Работает с источниками на арабском, иврите, арамейском, греческом и латыни. Автор книг «Синагога гигантов. Как маги, фарисеи и прозелиты изменили мир» и «От альфа до омеги. Как появилось христианство и сформировался иудаизм». Историк, исследователь и гид. Много лет изучающий Ближний Восток через древние тексты, археологию и живой исторический ландшафт. 7 октября Израиль и евреи столкнулись с таким глобальным антисемитизмом, который по факту попытались даже в мире, я бы сказал, легализовать. И все вдруг стали интересоваться Ближним Востоком, евреями, узнали про каких-то палестинцев. Ну, вот этот шум в мире начался. Соответственно, кругом очень много фейков. Люди думать не хотят, изучать не хотят, ничего не хотят, смотрят соцсети, про палестинские каналы. И мы бы хотели, чтобы на канале, вот на нашем, да, вот это был такой просветительский сейчас, просветительская такая серия об евреях, о Газе, о палестинцах, о арабах в Израиле, о палестинском государстве. Я хочу с тобой, кстати, поговорить, чтобы люди немножко послушали, что-то взяли с этого, и кто захотел бы, тот пошел бы в интернет и почитал дальше. Один из таких всеми любимых фейков, что до 1948 года евреев здесь в Израиле не было, что мы сюда приплыли, бедные палестинцы нас приютили, взяли свои дома, а мы тут все у них подбирали. Евреи и арабы когда появились в Израиле? Ну, про евреев или там протоевреев, но народ Израиля, да, мы знаем с 1207 или 1206 года до новой эры. Стела фараона Мернептаха упоминает, собственно, народ Израиля, который он говорит, что он во время, значит, своей военной экспедиции в Ханаан, то есть Эрец Исраэль, он, значит, его уничтожил. И говорит, семени его больше нет. Ну и все ученые признают, что вот это первое нам известное упоминание народа Израиля в этой стране. Да, ну и, собственно, если даже не говорить про Танах, мало кто в мире среди ученых сомневается на данный момент, что там, скажем, был царь Давид, потому что, опять же, у нас надпись есть 9 века до новой эры арамейского царя Хазаэля II, который говорит, что он пошел на войну, значит, с царями из царства Израиль. Вот. Ну, то есть там он по-другому говорит, но там упоминается имена царей, что, собственно, это мы знаем из Танаха, что они цари из Израиля. Вот. И царя из дома Давида. То есть есть подтверждение, что был такой царь Давид. Опять же, тут нет сомнения, о какой территории разговор идет. То есть Давид жил в соответствии с Танахом в конце 11-го, начале там, первой половине 10 века до новой эры. Вот. Потом у нас упоминается царь Ахав, например, в ассирийских источниках середины 9 века до новой эры, который описан как, собственно, региональный серьезный монарх. Там была коалиция из разных царей,
собственно, нашей территории там и Ливана, вот, которые воевали с ассирийцами. И Ахав был одним из этих царей, собственно, в этой коалиции. И сказано, что он послал там 2000 колесниц. И это, то есть, получается, он послал больше всех. Там кто-то послал там 20, кто-то послал 50, кто-то послал там 200, а он послал 2000. И, кстати, в этом же тексте упоминается некий там предводитель арабов, который тоже послал туда там, значит, свои племена. Опять же, арабы, это имеется в виду из Аравии. Те самые арабы, они оттуда, с Аравийского полуострова. Да? И, ну, видимо, север этого Аравийского полуострова, да, мы точно не знаем. То есть вот как бы у нас вторая половина 9 века до новой эры, когда впервые в ассирийских источниках упоминаются арабы. Да, но опять же, это не то, что арабы эти обитают здесь. Ну и как бы ученые на данный момент мало сомневаются, что здесь у нас на большей части территории Эрец-Исраэль, или что там называют Палестиной, существовали два царства. Царство Иуды на юге, где правила династия из дома Давида, и, соответственно, царство на севере, где правили разные династии. Вот. И царство Иуды просуществовало, соответственно, где-то с 1000 года до новой эры, условно, да, до 586 года до новой эры. То есть мы говорим, там это, в общем-то, 400 лет. И царство Израиля рухнуло в 722 до новой эры, то есть раньше. Окей? Вот. Потом евреи, опять же, вернулись сюда из Вавилонского плена, но у евреев не было государства, была некая автономия в составе Персидской империи, а потом в составе, собственно, династии империи Александра после 332 года до новой эры. А потом, собственно, евреи жили тут, как автономия в Иудее, под властью сначала Птолемеев, потом Селевкидов. Потом евреи восстали против селевкидов. Опять же, это было спровоцировано селевкидской политикой. И постепенно создали здесь государство. В 142 году до новой эры. Опять же, было тут независимое еврейское государство, которое также, в общем-то, расширило свои границы на большую часть, опять же, территории Эрец-Исраэль. Ну, как бы похоже на границы там царя Соломона почти. И так это было до 63 года до новой эры, когда тут пришли римляне, которые назначили Ирода царствовать. Но опять же, это было царство Иудея в составе Римской империи. Оно как бы было автономным, но оно было частью Римской империи. Да? И только, собственно, после Ирода правил его сын. Только в 4 году, собственно, новая эра, это стала провинцией Иудеи, опять же. И потом у евреев был короткий период снова здесь царство Агриппы I, да, в 41-44 годах новой эры. Потом евреи пошли на восстание против римлян, и это как бы кончилось катастрофой. Потом было восстание диаспоры, было восстание Бар-Кохбы, и тогда уже, собственно, римляне позаботились, чтобы евреев в Иудее не было, и чтобы там нельзя было им в Иерусалим ходить, и, собственно, Иерусалим превратили в языческий город. И тогда же как бы официально Адриан, император, переименовал Иудею в Палестину. Вот, чтобы... это, прости, в каком веке, в году? 135 год новой эры. Давай тогда вот про слово Палестина. Почему переименовал в Палестину и что это значит? Ну, смотрите, Палестина изначально это вообще прибрежная полоса, южная прибрежная полоса нашей страны. То есть начиная, скажем, от Рафеха, да, и до, собственно, севернее Ашдода. То есть это вот исконно, тоже называлось Плешет. И Плештим, как они называются в Танахе, вот, или там по-русски филистимляне, это один из народов моря, так называемых, которые хлынули сюда из района Эгейского бассейна, из, видимо, части Сицилии, часть Сардинии, юга Италии. Вот, и с островов, таких как Крит и Кипр, там, и других островов там, Греции. И, в общем-то, они пытались высадиться в Египте, видно, был какой-то катаклизм, мы не знаем, что было.
но люди там на лодках, на кораблях приплыли там со скарбом, с женами, со своими свиньями, с детьми, пытались высадиться в Египте и захватить часть территории. Но их как бы, собственно, разбил в битве фараон Рамсес III и вытеснил их, да, из Египта в сторону, значит, наших Палестин. И они осели тут, значит, на юго-западе прибрежной полосы, плюс, значит, там два города, которые у них были внутри, там, собственно, восточнее, да, это такие города, как вот Гат и Экрон. То есть 5 главных городов, это вот Газа, Ашкелон, Ашдод, Экрон и Гат. Они описываются в Танахе как вот как раз люди, которые воюют тут с древними израильтянами. Да, Давид, собственно, у них служит наемником, потом он там с ними воюет, подчиняет их и так далее. Но я просто укорачиваю, что в Танахе, то есть в Библии, потом это, опять же, Ветхий Завет у христиан, этот район известен как Филистия. Потому что, как бы, ну, нету «ше» на греческом, так это стало. Или Палестины потом, да. Но, собственно, греки, во-первых, сами эти народы моря, они там были частично, можно сказать, протогреки, но греки все время путешествовали вдоль побережья, плавали в Египет и так далее. Они знали прибрежную полосу. И постепенно, собственно, в греческих источниках появляется название Палестина. Изначально имеется в виду прибрежная полоса, в горы они не ходили, но постепенно это название начинает использоваться. Да, опять же, потом греки поселяются здесь, македоняне, и, например, часть нашей страны в разные периоды по-разному это формулировалось. То она называлась, значит, Койли Сирия, да, это, то она называлась Сирия-Палестина, то она называлась где-то Палестина. Но тут Геродот, например, в середине V века, он ну, считается, это первое упоминание евреев в истории. Да, греками там или кем-то еще, ну, не там ассирийцами, месопотамцами, греками. И он говорит, там сирийцы, которые проживают в Палестине, практикуют обрезание. Ну и как бы все ученые считают, что он имеет в виду евреев, да. Ну, как бы уже Геродот говорит об этом. Но, опять же, как правило, прибрежная полоса называлась, но потом у греков там это тоже путаница в понятии топографически. Там никогда нет четкости почти. И, то есть название расплывчатое, но это название бытовало. И даже евреи его использовали. Я вот сейчас там в новой книге привожу цитату из Филона Александрийского, он был еврей из Александрии, он говорит, что там не лишена благочестивых людей, говорит, и сирийская Палестина. И рассказывает про Есеев, да, про секту. Ну, то есть название существовало, но тут же, понятно, это сейчас развод, да, потому что, дескать, потому что палестинцы пытаются с этим сделать. Тогда по порядку. Насчет палестинцев. Это был мой следующий вопрос. Те самые, мы сейчас проверили, откуда евреи, да. Кто хочет, тот проверит. Те самые палестинцы, которых тут называют, которые в Газе, которые в палестинской автономии, они как давно здесь? Кто эти люди вообще? Как они здесь появились? Ну, тут это можно с разных сторон к этому подойти, но главное сказать сначала то, что ну, это как бы понятие Палестина, как вот оно используется в современном дискурсе, да, там пропаганде, вот, создает впечатление, как будто тут действительно какая-то вот территория, была такая страна, да, Палестина с четкими границами. Вот любят палестинцы носить, значит, типа это изображение такое. Там иногда люди думают, это Израиль, но если присмотреться, там нет голландских высот, да. Вот, то есть это вот Палестина. С каких-то пор типа Палестина, да, где там границы этой Палестины, что имеется в виду, 100 лет назад люди писали, да, Палестина, что сегодня в научной литературе на английском, как бы, и я это использую, есть такое понятие, например, Palestinian Judaism, да, палестинский иудаизм, имеется в виду иудаизм евреев, там, например, во времена Иисуса, да, или во времена Хасмонеев, да, то есть это, ну, это, мы тоже говорим иногда там, что вот это, значит, Палестина, потому что понятие древнее, оно палестинцам не принадлежит. Но они придумали, что, дескать, страна люди, такая была, которую евреи оккупировали. Там, за место их страны Палестины появилась там страна Израиль. Окей, а их, типа, значит, сделали им трансфер,
вот, и так далее. Но как бы тут прикол-то в том, что даже у османов, то есть, ну, я имею в виду, до Первой мировой войны, когда британцы захватили эту страну, они там, ну, понятно, что это они создали, типа, как бы можно сказать, как будто есть граница у Палестины. Вот, там это в офисах сидели в Лондоне и рисовали там границу там, от Газы, от Рафеха до Элата. Да? Вот, и там эти люди никогда не были. Вот. Но суть такая, я имею в виду, что долго решали, где граница. Но как бы даже при османах, когда тут не было, скажем, никакой колониальной власти, да, и ничего еще им не испортили, не было тут Палестины, как бы были разные там санджаки, вилаеты, то есть другие административные деления, там Цфат, и Иерусалим, там и еще разные, да, и как бы, потому что османы были умные, они понимали, что там тут живут одни люди, там другие, в Газе там одни, в Нацерете другие, в Бетлехеме третий, Иерусалим отдельно. И как бы, ну, между этими людьми связь крайне, ну, поверхностная. У них разная кухня, они живут в разном, не говоря уже про бедуинов там, да, вот, и там с севера и юга, как бы, ну, там у них разные диалекты, они вообще редко друг друга видят, и если они вообще когда-то друг друга видят. Вот, и как бы, то есть, и, в общем-то, палестинское национальное движение рождается там в 1922 году, когда до этого они орали, что они часть Сирии неотъемлемая, и требовали присоединить как бы Палестину, так называемую, к Сирии. Но когда британцы и французы поделили на мандаты, ну, французы более серьезные, чем эти ребята, там много чего арабам обещали тоже, вот. Но суть такая, что они с французами договорились и сказали, вам типа это Ливан и Сирия, нам типа Палестина и Заиордания. И тогда эти арабы в Хайфе, которые там, ну, главное гнездо было там, и демонстрации на тему присоединиться, значит, к Сирии, тогда они сказали, о, нас так к Сирии точно теперь не присоединят, тогда надо выдумывать свой локальный, типа, палестинский национализм. То есть, чтобы ты понял, не было до, в общем-то, революции младотурок в 1908 году, не было вообще никакого арабского национализма, у них не было никакого национального сознания, может, за исключением там Египта и так далее. То есть, они все были там мусульмане и подданные Османской империи или какой другой, да. Вот, но тема того, что там какие-то нации и так далее, вообще, кстати, вообще против ислама. Да, то есть ислам-то говорит, что мы тут одна нация, нация ислама или нация Мухаммада. Вот. А типа вот эти народики, которые там, это все от шайтана, это как бы Аллах проклял, это типа... Мы сейчас вот. об этом поговорим. Я все-таки верну тебя к моему вопросу. Вот те самые палестинцы, которые себя называют, они же пусть арабы. Так, вот изначально... это разные люди. Кто эти люди и когда они здесь появились? Вот прям конкретно откуда они тут взялись? разные люди. Там есть христиане, которые вполне могут быть тут и ну, со времен Иисуса Христа, так скажем, да, вот, или там с 3 века новой эры. Ну, то есть нет сомнения, да, что тут... Потом тут были еще не так давно там деревни в районе Рамаллы. Мне люди рассказывали, которые там... Ну, знал я одного странного человека, священника, который, значит, тут там в 60-е еще гулял, когда там Иордания была, и общался с людьми, которые там на арамейском говорили. Ну, то есть, они древние, понятно. Но вполне их там дети и внуки могут быть палестинскими националистами. Вот. И, как бы арабы и мусульмане, ну, как бы какая-то часть пришла в 7 веке новой эры вместе с арабским завоеванием. Потом тут были что угодно, монголы, сельджуки, вот, египтяне, там, харизмийцы, тюрки того или иного там происхождения, татары, узбеки, афганцы, ну, иранцы и там кто угодно, там йеменцы. Потому что, опять же, скажем, тот же Иерусалим был центром, ну, там, паломничества и, опять же, там, суфизма. Тут многие великие побывали. Тут был проходной двор. Понятно, что они какой-то генофонд тут оставили. Ну, то есть, я имею в виду, это крестоносцы и так далее. А потом эти фелахи, которые тоже, возможно, там сидят или пришли откуда-то. То есть, опять же, Михаил Чернин, друг мой археолог, написал книгу про, в общем-то, там этнический состав, клановый состав
и там религиозную принадлежность арабов Израиля и палестинских территорий. И как бы там вполне, ну, это очень серьезный труд. Ну, как бы это не роман, да, это справочник скорее. Ну, ты можешь там каждую деревню, более-менее значимую, открыть и посмотреть там. Вот тут вокруг меня какие, ну, я знаю там, например, тут Санирия, там Мас, Хабидия, и там Дирафат, и Изауя, и посмотреть, кто там живет. И, ну, там каждая деревня это что-то другое. И тут, опять же, какие-то люди в средние века прибыли, какие-то люди, например, пришли с Ибраимом Пашей, сыном Мухаммада Али из Египта. Тут, говорят, возможно, 100 тысяч египтян осело. Да, скажем, в первой трети, ну, то есть там 30-е годы 19 века новой эры. Ну, мы знаем, что была миграция из разных мест. Тут как бы даже, ну, по фамилиям это видно, и каждый там, ну, тут либо Халаби, либо Масри, там еще какой-нибудь Хиджази. Ну, то есть ты видишь по фамилиям, откуда эти люди, да. Это, мало того, есть фамилии, которые не звучат там, скажем, что ты египтянин, но это какой-то египетский клан, скажем. То есть это современная выдумка, палестинский национализм, это как бы, в общем-то, реакция на сионизм. Я правильно понимаю, то, что ты сейчас назвал вот эту вот сборную солянку, вот на территории палестинской автономии живут вот эти люди, да, потомки вот этих всех... Не только, мы говорим про арабов, которые вообще на всей территории которые Израиля. Израильские арабы, даже Да. граждане, да? Которые, Да. это то же самое. Хорошо, которые... Разумеется. которые Одни и те же семьи. Одни и часто. те же. Которые непосредственно в Газе. Вот они, кто это? Их можно как-то выделить каким-то отдельным? Или они тоже все из этой же кучи? Они чем-то отличаются? Я забыл от еще, других? кстати, упомянуть еще одну категорию, да, замечательную. Это туда идет. Вот. Это так они называют, ну, извините, они так называют их. Черных арабов, их палестинцы называют абид, что означает рабы. Вот. И это у них так нормально, ну, типа принято так говорить. То есть еще ну, есть достаточно много черных арабов, это вот потомки там бывших рабов. Ну вот в Газе они есть тоже, разумеется. Тут цыгане есть, например. Вот, например, в старом городе Иерусалима, ну как бы не секрет, есть там цыганский квартал, они тоже палестинцы, вот, арабы. Ну то есть ну, ты их не отличишь там никак, да, там, скажем, от арабов-мусульман. Вот. Но, то есть, в Газе у тебя, значит, большое количество беженцев, то есть, собственно, с 1948 года. И, ну, там также местные были арабы, которые, опять же, расплодились, но там как раз большая концентрация беженцев, собственно, из Израиля с 1948 года. Скажи, пожалуйста, вот у нас на канале было интервью с человеком, который сбежал из Газы, Дор Шахар. Он сказал такую вещь по поводу израильских арабов. Арабы, которые живут в Израиле, имеют гражданство. По его мнению, что 70% живущих здесь арабов, в принципе, хотят уничтожить евреев, уничтожить государство Израиль, которые живут рядом с нами. Как ты смотришь на эту точку зрения? Ну, смотри, вот это о процентах говорить, это, ну, как ты сказал, с его точки зрения. Ну, окей, у него такая точка зрения, там, опять же, на чем она основана, понятно, он их знает, вот, и, ну, тут есть ему, как бы, у него преимущество, и, ну, знает их, типа, близко, я имею в виду, знает их изнутри. Зная их идеологию, зная историю, как ты считаешь? Я думаю, что, может быть, он недалек от правды. Пример приведу. Потому что ты видишь, тут как бы они просто не скажут. Да, они, может, и вслух-то не будут это даже особо говорить иногда вообще. Но вопрос, что они думают. И тут вот история одна мне только что рассказали, там неделю назад или две, что там, ну, на курсе гидов учились мы ну, я вообще там с арабами большую часть времени общался.
Что мне как раз интересно было, там, ну, люди интеллигентные, молодые, там, образованные, доктора даже наук. Вот. И христиане, и мусульмане, и, в общем, ну, весело с ними общаться. И вот, но был там один, который, он был очень умный, он не участвовал во всяких там тусовках, там, не пил водку, не курил там гашиш. Он был оптометрист. Там и брат его был помоложе. Но он такой был очень, понятно, он был очень религиозный. Он моего возраста или на пару лет моложе. Ну, такой видно, что белая кость там. И очень всегда вежливый, очень такой приличный. Вот. И короче, я укорачиваю, но тут одна моя знакомая, гидша, значит, с ним дружит. И, ну, общается. Вопрос там она задает про ислам. И тут как-то раз он ей сказал, что типа, ну, ты же понимаешь, что вас тут по-любому не будет. Да, то есть, либо, значит, вы через Бен-Гурион, либо вы через Явский порт. Вот. Ну, то есть, и как бы мне даже это, я в шоке был, потому что, ну, я не ожидал от него, да. Ну вот тебе, пожалуйста. Так что, как бы, я думаю, большая часть, я знаю таких, которые, ну, был у меня с того же курса другой араб, общались мы очень близко, и он вообще в конце, он мне говорил, я арабов ненавижу. Он в Америке прожил, там выучился, и он при них говорил. Я, говорит, вас ненавижу, я с вами, типа, вообще не... Причем, не, он был там с ними вот так, он чувство юмора, они все были как бы вот так. Но он не скрывал, он потом мне говорит, я не хочу с ними жить, говорит, где, говорит, поселиться? Меня спрашивает. Я говорю, ну смотри, в Иерусалиме тут я не знаю, но говорю, вот Маля Думим хорошее место. Я говорю, ну это поселение. Он говорит, да мне пофиг поселение. В конце он переехал, живет сейчас в поселении, ну типа Пизгадзеев, да, то есть с евреями. Видишь, как бы тут это, я не знаю, но я думаю, не что угадаешь, не угадаешь. Он-то явно бы, наверное, не хотел власть Хамаса, вот, как, я думаю, и предыдущий тоже. Ну, то есть, чего он там, например, этот первый ожидал? Я не знаю, что ему плохо, что он хочет. Давай представим, что мы сейчас в какой-нибудь параллельной вселенной с тобой, да, и вот так случилось, что появилось некое палестинское государство. Есть те, кто его хотят, да, в Израиле, и за Израилем. Вот все-таки есть некое палестинское государство. Я всегда пытался понять, как оно, по мнению тех людей, кто его очень хочет, как оно вообще выглядит, какие границы, как будут жить евреи, как будут жить арабы, что с нашей безопасностью. Как это вообще себе представляется? Что это такое? Да нет, смотри, во-первых, ну, можно сказать, что государство Палестина уже существует, и вот там большая часть стран и членов ООН признала. Ну и что? Ну как бы вот они там, вот оно существует. То есть не надо говорить, как себе представляют. А представляют, я так полагаю, в основном, как я вижу в последнее время, что это типа тут нет никакого государства Израиль, вот, а значит есть вот вместо него это палестинское государство, арабское, исламское. Ну, Подожди, речь же идет о двух итогам. государствах, то есть речь же идет о двух государствах. Ну, у кого? Оно может идти, они что хотят? Оно может идти о чем угодно. Что они Если хотят? когда они говорят типа от реки до моря, что они говорят? Да, то есть если они говорят, что Израиль это нелегитимная страна по-любому, а Палестина это не то, что там территории, которые мы, скажем так, захватили в 1967 году. Да, это Палестина, это типа вместо Израиля. Если, в общем-то, подумать. Когда говорят о двух государствах, это как бы, ну, на самом деле фигура речи. Вот. Это как бы все равно, что вот они сейчас провозгласили, что оно есть, и его признали. Вот как бы это, ну, уже есть. Да? Есть, так за что они еще борются? Есть. Что Нет, если оно уже есть, за что они еще борются? Что оно есть? Что Чтобы нас тут не было. Типа, это вот о чем разговор. Нет, ты говоришь, государство, оно у них уже некое есть. Но... Есть в каком плане? Где это? Ну, неважно. Палестинская автономия? Ну, вот это? оно признано, типа, в мировом сообществе, окей? Скажем так. Неофициальное государство. Ну и получается, что мы его еще оккупируем. Мы оккупируем государство, которое уже есть. Окей, хорошо, подожди. Пытаюсь все равно понять. То есть, ну, речь идет о том, что сейчас, да, что все-таки дать им создать свое государство. Где, на какой территории? Вот я и хочу спросить. Нет, такой вопрос, они чего хотят? Да, им Это предлагали во время процесса Осло
И об этом шел разговор до 99 года, должно было быть у них государство рядом с нами. Вот. Но они не согласились на это, не согласились на... Мы говорили при британцах. На это, на то. Они не собирались соглашаться. Да? То есть, потому что они не просто хотят государства, они хотят, там, чтобы, значит, условием также было возвращение сюда рассеянных диаспоры палестинской. То есть, каждый там, кто скажет, что он там потомок палестинца, да, он, который, тут, неважно, он там докажет, да, но его тут при турках он уже жил в Египте. Вот, типа Ясер Арафат. Но я имею в виду, что как бы они хотят, чтобы все эти люди сюда вернулись. И не только там в их государство, которое здесь будет, но также и в Израиль. Например. Ну, то есть они потом насчет границы, типа, скажем так, чтобы мозги запудрить, так они говорят, мы там, ну, часть, что мы хотим в границах 67 года. То есть мы хотим, чтобы Иорданская долина наша, нет тут вообще поселений, всех эвакуировать евреев отсюда, вот, и Газа, разумеется, и там еще, чтобы это соединить вместе, вот, какой-нибудь дорогой. И это да, об этом шли разговоры как бы во время Осло. Может, какими-то территориями поменяться там, тут и там для удобства, да, но граница 67-го. Но не об этом же разговор. Хамас, это типа, у них изначально разговор-то о том, чтобы уничтожить Израиль. Вместо Израиля, чтобы была типа власть, ну, этих самых, их имамов. Вот, типа это Шейха Ясина и компании. Евреев там, типа, это, если какое-то меньшинство докажет тут, что это они жили тут при турках, то вот они останутся тут как, типа, это, меньшинство там в исламском государстве. Окей? Но, в общем-то, я говорю, это все запудрить мозги насчет государства рядом с государством. Палестинцы никогда на это не соглашались и не хотят соглашаться. Да? То есть, как бы они хотят, они, в общем-то, хотят всю эту территорию. А чтобы там пока, значит, эту тему разрулить, ну, типа, распиарить, и чтобы это стало легитимной уже идеей, а вот она становится, что это там все это колониальный процесс, Израиля вообще быть не должно, да? То есть никак. Ну, это то, что мы слышим сейчас. Слушай, ну вот, допустим, опять же, вот этот самый параллельная вселенная. Вот пришло какое-то некое правительство к нам, ультралевое. И говорит, мы решили все, создаем палестинское государство. Чем это чревато? То есть к чему мы придем? Что это подписать себе смертный приговор? Ты это имеешь в виду? Ну, тут я думаю, оно, ну, как бы... Я не очень сильно верю, что это... Ну, я не верю, что это может произойти. Параллельная вселенная. Давай пофантазируем. К чему это приведет? Народ не пойдет на это. Типа, народ уже один раз пережил и, как бы, эту травму. И мне кажется, ну, есть достаточно идиотов осталось, тут, вне сомнения. Вот, и новых, типа, народилось. Но мне кажется, по большей части, плюс, ну, немножко после 7 октября, многие люди, по-моему, как-то стали более трезво на вещи смотреть. Я даже по себе знаю. Ну, то есть я всегда был правых взглядов, вот, но где-то я тоже уже как-то стал в каких-то отношениях левить, да. Ну, по крайней мере, стал как-то это самое, расслабился. Вот, но как бы, по-моему, сейчас все понятно, что тут происходит. И мне как бы крайне сложно представить, что даже левое правительство какое-то попытается такой шаг провернуть, потому что народ как бы израильский это не примет. Ну, все-таки давай подытожим. Если такой шаг будет сделан, если будут шаги, это я могу сказать, что будет это подписать Израиль. Вот, это подписать просто да, это совершенно верно, как бы, да. Иудеи Самарии. Как ты считаешь, можно ли назвать потенциальные иудеи Самарии там некой Газой 2, от которой может исходить действительно серьезная опасность, и которая может привести там, к 7 октября? Что касается людей, которые живут в Иудее и в Самарии, по крайней мере, там, в тех местах, где много вокруг арабов, то там как бы много достаточно вооруженных людей. Потом сейчас некая, значит, новая политика, опять же, мы слышим о ней в плане Смотрича и Бен-Гвира, что возникают десятки и сотни новых поселений, ферм и, в общем-то, как бы территории, где не было евреев, или они как бы были не заселены евреями, там ходили бедуины или захватывали бедуины, и арабы гуляли, вот, и пасли там своих коз и так далее. Теперь там еврейские фермы, которые, в общем-то, контролируют большую часть
стратегических точек. И эти люди, как бы, они, в общем-то, ко всему готовы, они тренируются и они, ждут. Давай Вот. переформулирую немножко вопрос. Да. Можно ли их сравнить по менталитету, по мышлению, по настрою к Израилю, к евреям, сравнить с теми, кто живет в Газе, с Хамасом в том числе? Зная их примерно, насколько ты знаешь. Не, смотри. Можно ли сравнивать? Опять же, они разные совершенно. Одна деревня может быть тихая, там ты как бы никогда в истории не слышал, что оттуда хоть один террорист явился или там кого-то камнями закидали. А другая соседняя деревня, там родились их и Аяш, и компания, и там еще куча там бандитов. И, в общем, они разные, да. Причем, я говорю, они даже рядом могут жить. Но, конечно, сложно, наверное, сравнивать. В Газе там, они 20 лет промывали мозги. Потом это власть Хамаса, то есть и Хамас изначально это, антиизраильская организация, которая действительно там хочет всех убить, и желательно зверски. Вот. И это типа, я не удивился 7 октября, но я когда переводил там, делал дайджест арабской прессы для газеты «Вести недели», я любил им там какой-нибудь цимис подкинуть, что я нашел. И там однажды в старом городе в Иерусалиме захожу, там продается газета Хамаса. Мирный процесс идет, типа у нас Осло, все дела. Это еще не было никакой газы хамасовской, это типа просто Хамаса, типа, который вот в Восточном Иерусалиме продается посреди рынка. Я беру эту газету, там статья, значит, это про героя Шахида, который всю жизнь мечтал там встретиться с Аллахом, он загрузил свой вен взрывчаткой, заехал в поселение, взорвал там всех поселенцев, ноги, руки, полетели там уши. Да, это все там написано черным по белому, они так всегда говорили, вот, и как бы говорят. Но понятно, что здесь есть, люди, которые вообще не с ними, не хотят жить под их властью и думают по-другому. Есть люди, которые хорошо там живут где-то в Рамале, например. Но если ты спросишь меня, в целом, я думаю, никто из них не хочет нас. Иногда я слышу, что там тот или иной еврей говорит, да там 89% из них говорили, я хочу жить в Израиле. Да, но это они тебе говорят. А что они там типа на арабском говорят, это уже другой вопрос. Но при этом, например, вот арабы Иерусалима, например, у них, Восточного Иерусалима, имею в виду, у них особый статус, что Израиль аннексировал Иерусалим и как бы дал им всем вид на жительство. То есть они никак не связаны с палестинской автономией, они не граждане палестинской автономии, у них есть вид на жительство в Израиле. Единственное, что они голосовать не могут в Кнессет, например, даже муниципальные выборы не могут голосовать. У них лессе-пассе, они могут через Бен-Гурион летать, там как бы нет вопросов. Вот. И там подключены к системе там, страхования и так далее, здравоохранения. И я слышал, что там им, в общем-то, потенциально предлагается израильское гражданство. И что, по крайней мере, до 7 октября эта информация, мне там говорил человек относительно сведущий, что там, каждый год примерно там уже 3000 из них просит израильское гражданство. 3000 это как бы очень мало, это там типа капля в море, да. Но тем не менее, то есть, видишь, какие-то, видимо, люди есть, если ты просишь израильское гражданство, понимаешь, что может ради выгоды, но при этом как бы ты можешь и так жить, не будет у тебя проблем. То есть ты как-то, наверное, уже хочешь там больше интегрироваться. Я не знаю, но даже в том же Иерусалиме, опять же, там другие люди говорят, да и я вижу иногда это, ты для них тут типа временный и чужой, и они тебя ненавидят. Да, то есть разные, как бы я имею в виду, ты часто, ничего такого особо я не сталкивался серьезного, но иногда ты видишь или слышишь какие-то вещи, то есть чувствуется это напряжение, да, как бы на западном берегу оно, наверное, хуже еще, как бы, то есть, в общем-то, потом тут много, как бы, даже арабов, которые работали в Израиле, и там арабы, которые ты там проезжаешь через их деревни, у них все на иврите написано там, особенно они любят какой-нибудь мисэдет ашалом, да, рахицат рехев ашалом, то есть, или там еще какой-нибудь пицухият ашалом, типа израильтян разводить,
у нас тут мир, типа, написано шалом, там израильтяне, они нас любят, типа, они любители Израиля. Вот, ага, конечно, да. Типа, ну, то есть они не дебилы. Вот, они готовы, они пока могут, они будут с тобой торговать. Вот, а когда настанет момент, тогда уже посмотрим, что они будут делать. Ну, это как в кибуцах по 20-25 лет работали в одних и тех же кибуцах, потом приходили в эти же дома и убивали эти же семьи. Как говорится, плавали, знаем. Скажи, вот что вот меня беспокоит, да? Я всегда думал, кого спросить. Вот люди, живущие в Израиле поколениями, много лет. В принципе, ведь мы все прекрасно понимаем, они понимают, кто эти люди, да, чем чревато создание этого самого палестинского государства, что дружбы, по идее, никакой быть не может. Но все равно вот такое чувство, что сказать об этом прямо очень многие как-то, может быть, знаешь, я не знаю, как подобрать слово, нетолерантно, да, хотя это правда, это наша безопасность, и об этом надо говорить. А более того, еще кто-то все-таки пропагандирует, и мы это знаем, вот создание того самого палестинского государства, и как ты сказал, я же уверен, что эти люди понимают, особенность там в политике, что это смертный приговор Израилю. Откуда это в людях? Почему они все равно толкают эту точку зрения? Ой, ну тут, наверное, ну опять же, там разные люди, они разные, да. Кто-то изначально упоротый, вот, и там с детства его так воспитали, и он вот, ну, как бы вот я там докторат писал, сидел, ну, был у меня там кабинет в университете, и мне приходилось его делить с младшим коллегой, но он тоже докторат писал, он младший просто по возрасту, израильтянином, который сейчас профессор уже в Бар-Илане, вот, но он такой был веган, и пацифист, и коммунист. Он совершенно на грани гениальности, то есть, ну, как бы там в плане ментальных способностей не о чем говорить, но он мне говорил, это я говорю, там, скажем, 2008 год, что я не дам глазам своим покоя, типа, и очам своим сна, пока государство Израиль не будет уничтожено. Да? Вот, потому что он говорил тогда, он честный просто был. Он говорил, мне это не подходит, я не за два государства, это тут должно быть одно государство, и оно должно быть не еврейское. Ну, то есть, типа, евреи тут должны жить, понятно, и все нормально. Хотят в Тель-Авиве делать, что хотят, делают, но как бы оно не будет еврейским по характеру. Да? Вот за это он боролся. Типа, это умный человек, очень образованный там и так далее. Я не буду говорить кто, потому что не узнали конкретно, но это самое, он вообще не тупой чувак был. Да? И то есть это вот, ну, те, кто у нас поддерживают это создание. Так я говорю, не, он у нас, он отсюда, типа, он израильтянин, родился здесь, как бы учился здесь, как бы, вот, в армию, конечно, не пошел, ну, профессор сейчас в религиозном университете в Бар-Илане, вот, типа, я говорю, есть разные ситуации. Ты имеешь в виду такая академическая часть? Это не обязательно, ну, как бы, есть другие, которые как-то к этому приходят. То есть говорят, например, вот мы живем тут на мече, да, уже много лет, сколько можно, надо как-то решать, должен быть выход. И тогда, ну, потому что действительно понятно, что люди устают. Но разве они же трезво понимают, нет, что... ты не хочешь, потому что многие не хотят жить трезво, это слишком тяжело. И поэтому начинаются грезы какие-то, да, фантазии. Что мы там это... Мы все равно за мир победит. Вот, какой-то я вчера проходил, опять же, в Иерусалиме граффити, это Иудим варавим мисарвим льет оевим. Значит, евреи и арабы отказываются быть врагами. И как бы у меня мысль такая, кто это написал? Араб? Типа, да? Ну, то есть это евреи, которые сами себя обманывают. Потому что, ну, евреи такие, они идеалисты, они гуманисты, да, они как бы во многом, ну, приверженцы западной культуры, вот, и типа понять друг друга. Потом мы действительно в этом всем крутимся. Но мало того, последнее это время, это вообще норма, как бы, что вот надо всегда там
Вот они обиженные, мы им в хату залезли, да. То есть, кто ты думаешь рассказывает эти вещи? Вон в Восточном Иерусалиме есть 2 магазина книжные. Они, кстати, одни из лучших вообще в Израиле книжных магазинов. Я как бы не постесняюсь сказать. Вот. Но там 90% литературы, ну не 90, скажем, 50% литературы, там антисемитская литература. До сих пор Кто сейчас. написал? Вайцман, Фельдман, Вассерман там и, короче, компания. Да? Все израильские ученые, либо еврейские ученые со всего мира. Там как бы только каждый 10-й будет какой-нибудь Рашиди там или Халиди. Вот. А так это все евреи, которые там профессора в разных университетах по всему миру, и включая как бы и наши университеты тоже, и, ну, так и, ну, то есть... Я хочу спросить, почему? Почему они такие? У тебя есть объяснение? Ну, пора... То, что ты говоришь, для меня это дико слышно. Ну, смотри, а почему разобрали ЮАР, да? Как бы, ну вот они же в конце это сделали. Я не то, что, я говорю, там, я не то, что там это самое, защищаю апартеид, или там считаю, что там ЮАР была идеальная страна. Вопрос, она стала лучше или хуже, да? Вот, то есть все к этому идет. И мы видим вот захват Европы, и мы видим все эти проблемы. Это все идет из, в общем-то, как бы, ну, в конце из либерально-демократической традиции, приверженцем которой я тоже являюсь, и там европейского гуманизма, и понятие, там, ну, в конце концов, там, ну, где-то это, наверное, бремя белого человека, да, и нести это все, признавать, там, рефлексировать, отдуплять и пытаться там сделать мир лучше. Но тут как бы получается, что с другой стороны, тут у тебя, ну, то есть, в принципе, я за эти идеи, да. Ну, в принципе, потому что тут как бы должны быть границы. Если бы они работали. Да, еще, потому что они, я говорю, за то, что я могу как бы абстрагироваться, я ученый, и могу где-то с эмпатией относиться к этим идеям, потому что они, ну, до определенного момента, они как бы продвигали нас, да. Но тут как бы получилось так, что, видно, маятник пошел слишком далеко. И как бы он, ну, люди перестали обращать внимание, что, ну, если мы так думаем, и мы считаем... Вот, главная проблема в отношении сионистов к арабам, я как-то помню, еще писал на первой степени работу, как раз там отношение сионистского движения, значит, и арабов Палестины там в 30-е годы. И это было там где-то в 2006 году. И одна вещь я помню оттуда, что там евреи все время недооценивали арабов. Они все время думали, что, мы говорим 30-е годы, да, 20-е, 30-е, что арабы все поймут. Они поймут преимущества там, жизни с евреями. Они еще примитивные, мы их научим. Они он там это... Не, мы тут им объясним, мы в школу их пошлем, мы населаем бейт-сефер. Мы их там прогоним через школу. И вот эта вот аррогантность, и то, что называется гибрис, и вот это презрение, типа, они все поймут, а мы это, их воспитаем. Они говорят, убить нас хотят, это так, фигура речи. Мы объясним им, что так нельзя. Они поймут это, да. То же самое, то есть вся эта Европа, она вон рушится на глазах, потому что именно вот эта хорошая идея, давай это, пошлем мы учителя в Африку, пусть он научит их это самой азбуке, а потом они книжки будут читать и станут воспитанными и так далее. Замечательная идея. Но в данном случае, как бы, тут это, они не понимают, что тут есть такое понятие, опять же, там, Сэмюэль Хантингтон написал как-то книгу The Clash of Civilizations, ну, о том, как идет война цивилизаций. Ее придумал Бернард Льюис, который, в общем-то, всю жизнь писал вот про Европу и ислам. И он великий был там ученый, у меня там отдельная лекция про него есть, но это самый, всеми там уважаемый, ну почти, кроме палестинца Эдварда Саида, вот, который, значит, типа, написал там книгу, которая стала бестселлером. Вот пример, кстати, да. Так, что, да, я говорю, что, собственно, эти либералы европейские не понимают,
что эти люди, у которых там типа Аллах Акбар, вот, они могут тебе рассказывать все, что ты хочешь на твоем языке, чтобы ты только услышал, вот, и чтобы типа инфильтрировать это все и сделать, как мы хотим, как у нас должно быть, да, пользуясь, собственно, вот этой слабостью из серии там все принято, все хорошо, все можно, там, да, все культуры замечательные там и так далее. У них, понятно, я хочу все-таки подвести итог то, что происходит у нас. Те люди, которые это все равно не меняют мировоззрение, хотя все очевидно, да, что произойдет, опять же, будь палестинское государство и так далее. Это боязнь сказать вслух, или это действительно все равно до сих пор такая вера, что можно с ними жить дружно? Ну, Все-таки тут, подвести итог, что это такое? Что с этими людьми? Ну, опять же, это их личная позиция. Я как бы, ну, у меня есть знакомые, там, друзья, которые там крайне левые. Вот. И, ну, это, скорее всего, какая-то внутренняя убежденность, основанная на каких-то личных принципах, да. Ну, то есть, вот я, например, считаю, что там это, ну, человек говорит, да, мы вот оккупанты, мы вот захватили территорию, мы этим людям не дали гражданство, вот, они там, короче, живут в ужасных условиях, мы не даем им государственность, мы не даем им свободу, мы постоянно там, наша армия там их мочит, заезжает туда, там типа посреди ночи устраивает обыски, мы им устраиваем там комендантский час, мы там солдат держим на этих, это выглядит все очень плохо, вот, это ненормальная страна, как бы так не должна страна существовать. Плюс там еще может историческая несправедливость, туда-сюда, правительство у нас не такое, не так, поселение там, да, тоже, то есть кто-то против этого. Но мы же понимаем, что если не будет есть люди, которые не армии, понимают. то нас просто перережут. Они этого не понимают? Есть такие, которые не понимают. Они верят, что они просто не думают, как бы там, ты не подумаешь, что там всегда это есть логика какая-то, есть упоротость, есть какая-то идеологическая позиция, вот, и как бы какая-то личная неприязнь всего вот этого, понимаешь? Вот все, что тут происходит, мне не нравится, да. Я хочу по-другому. Как я хочу по-другому, я типа даже, может, не знаю, да. Вот, но хочется попробовать, типа, да. То есть, ну и народ действительно, смотри, это, опять же, в элитах там много чего происходит, и есть люди, которые традиционно левые, ну, то есть потомственно левые, они вообще не могут всю эту идеологию принять там поселенческого движения какого-то или там что-то, что связанное там с тем, что вдруг тут иудаизм играет какую-то большую роль и так далее, да, и все это выглядит как какая-то идея, значит, фашистская, религиозная, а мы хотим вот, ну, как бы по справедливости все тут разрулить. И я знаю там одного араба, и вот я с ним говорил, он говорит, я тоже так думаю, да, вот надо с ними договариваться. Ну, то есть, как бы, какие аргументы могут быть, и это бесполезно, но, в смысле, все это пересказывать. Но дело в том, что, как бы я говорю, даже я, ну, знаю, даже по учебе своей, с той же первой степени в Бар-Илане, когда я учился на арабистике истории Ближнего Востока, что там было много офицеров, да, израильских, которые работали непосредственно с арабами. Тогда еще Газа была, значит, под нашей типа оккупацией. Вот. И там один был, который был один из главных там, работал с арабами именно, там, координация, там, он прекрасно знал арабский и все такое. Причем восточного происхождения еврей. Вот. Я просто его запомнил, что как бы я думал, он будет какой-то, ну, не то, что даже пусть правый, но вот, был левый совершенно, то есть это, говорю, там 2006 год. Вот. И я видел, как даже изучая там арабский, изучая там ислам, многие люди левеют. Потому что, ну, если ты изучаешь что-то, ты как бы к этому проникаешься. Потому что иначе как это может... Ну, ты не будешь там язык учить, если ты его ненавидишь. Unless, типа, ты какой-то дебил там упоротый. Вот. Ну, то есть, это, чтобы врага знать хорошо. Это как бы, ну, нужна какая-то эмпатия к этому, к вопросу. И ты, конечно, тоже там начинаешь понимать, что они там, есть в этом красота, есть в этом это, есть там логика и так далее и тому подобное.
То есть ты как бы уже перестаешь там думать какими-то стигмами про людей, там вот ислам, терроризм, там хиджаб, да, никаб, Талибан, Хамас. То есть там как бы это, ну, разноликая цивилизация, прекрасный язык и такой, и, в общем, ну то есть я могу говорить об этом и при этом, ну, относиться, называть вещи своими словами, но как бы я являюсь свидетелем, что многие не могут. Они начинают в эту тему влюбляться, и как бы типа ты отчасти как-то это проникаешься Да. этим очень глубоко, да. То есть поэтому меня не удивляет, то есть, найти в мире, если мы не говорим, ну, израильского арабиста, там, историка ислама, чтобы он был еще за Израиль, это редкость необычайная. Ну, то есть, как бы это можно сказать, две вещи почти несовместимые. То есть, что как бы признавать Израиль как вообще какой-то тут, ну, типа, органический элемент, вот, это вообще не вписывается никак. Это что-то там чужое, что-то тут на карте вообще совершенно. Вот.